Лучше получить точно нет, чем это, не да, ну сделаем, ну когда-то, и все, ты начинаешь как бы это тащить за собой. Поэтому я ему говорю, первым делом те вещи, где он точно скажет да. Он директор по закупкам, да. Он там самый главный, да. От него зависит, будут хорошие закупки и плохие в компании, да. Это все да. И на эти все да он мне будет говорить да. И он понимает, что он туда проваливается, в эту воронку. И если я буду это говорить не как робот, а как человек с эмоциями, да, что показывая интересы, да, демонстрируя, ему будет тяжело сказать о чем-то, ну, как бы, переходите к делу или еще что-нибудь. Но если он скажет, переходите к делу, это тоже не нет, он не остановил разговор. Если он скажет, кто вы такой, он не остановил разговор. Когда он остановил разговор? Когда проблема? Когда он сказал, нет, вот тогда у нас первый, как бы, переходной пункт. Это тоже не конец разговора. Я начинаю говорить, здравствуйте, вы, Олег, я понимаю, что вы являетесь директором по закупкам. Вы самый главный. От вас тут все зависит, кто, как, чего будет получать, и самое главное, по каким ценным условиям. Я с тем человеком разговариваю. Да, кто такой? Или вы тут, а у вас плохое настроение. Говорите, нет, ничего не надо. Я говорю, Олег, я вас понял. Вы сейчас думаете, что я продавец и хочу вам что-то впарить? Не так ли? Если у вас плохое настроение, вы скажете, да, именно поэтому я вам звоню. Я звоню не для того, чтобы вам что-то впарить. Несмотря на то, что я, как и вы, являюсь руководителем, честно скажу, и я также продавец. И несмотря на это, хочу получить вас как клиента и дать вам такие условия, чтобы вы мне сказали, Владимир, а почему вы мне не позвонили полгода, 2 года, 3 года назад? Скажите, чисто гипотетически, если вы получите такие условия и такие возможности, где вы сможете экономить, как деньги, время, скорость, логистику и многие-многие другие вещи, скажите, тогда что вы скажете? Как хорошо, что мы пообщались, и я компании своей принял плюс, или забросайте меня помидорами при встрече. И тут я его уже включу уже. Логично? Он такой, а что? Теперь ему трудно уже выйти от этого. И он мне скажет, а что там у вас? Хорошее у вас предложение? Пришлите нам предложение. Это все здравствуйте навстречу. Вышлите нам. Здравствуйте навстречу. Все это одно и то же. Для многих вышлите нам информацию. Да, мы вам все вышлем. Ля-ля-ля. Это для многих. Но не только те работают по нейрокибернетике. Он сказал, вышлите нам навстречу, что я ему говорю? Супер, именно это мы и сделаем, именно поэтому я звоню, для того, чтобы выслал и получил то, что вы надо, и сделать такие условия, о которых я говорю, а не послать вам что-то, куда-то, кому-то и кого-то, а дать такие условия, чтобы вы сказали, Владимир, блин, вот это да, вот это мы давно искали. Скажите, для того, чтобы я вам сделал такое предложение, когда мы сможем увидеться с вами на 5-10 минут, для того, чтобы все прошли, увидели, и после этого получите предложение под вас. Когда он будет? Все, это все для меня приглашение, а не на выслать. И я здесь закрою его навстречу.